Сегодня мы завершаем публикацию произведений лауреатов конкурса. Представляем рассказ лауреата третьей премии Лизы Азвалинской, Филадельфия, США. «Дядя Сеня». От всей души поздравляем автора с наградой и приглашаем вас познакомиться с произведением. Дядя Сеня на старости лет шикарно устроился. Всю жизнь он изобретал способы заработать, и иногда ему удавалось не только сводить концы с концами, но и создавать видимость, будто он жил с размахом. Но чтобы что-то одновременно приносило деньги и радовало душу, такого еще не бывало. Или одно, или другое. И только теперь, когда дети выросли, жена умерла, а сам он стал почти стариком, обнаружилось, что деньги можно зарабатывать под аплодисменты, с аншлагом, и даже не обязательно для этого быть артистом. Жить дядя Сеня привык без затей, продвигаясь от завтрака к обеду и разбираться с проблемами по мере их поступления. Да и давно уже, кроме них, ничего другого не поступало. С его везением оказаться в нужном месте в нужное время было сродни попаданию молнии. Но именно по счастливой случайности дядя Сеня стал гидом. Однако необычным гидом. Он водил по Одессе туристов, а это были не просто туристы. Если бы дядя Сеня хоть чуть-чуть разбирался в высших материях, он бы знал, что случайностей не бывает. То, что в тот день он оказался в порту, было только верхушкой айсберга. Сколько должно было пересечься подводных течений и невидимых ниточек связаться в один узелок, он никогда бы не догадался. Все началось с Миши Каца. Миша Кац когда-то жил в коммунальной квартире на Пушкинской. В Америке поселился в Бруклине, первые 10 лет регулярно менял работы и прогорал в бизнесах. Не так давно открыл симпатичную забегаловку, которая подавала надежды, и еще не успел разругаться с партнером. Из этого вытекало, что он наконец преуспел. За это же время его жена Софа освоила все премудрости маникюра, начала работать в неприметном салоне, но приглядела какой-то престижный, задумала увести за собой клиентуру и предвкушала новый карьерный взлет. Она тоже была на подъеме. В свете открывшихся перспектив оба решили, что неплохо бы отдышаться, и вообще пора бы уже взглянуть на мир. Тут на глаза попалась брошюра. Круиз выходил из Италии, затем Греция, Турция и Румыния с заходом на день в Одессу. Ах, Одесса! Жемчужина у моря! В один голос пропели оба, ведь бывших одесситов не бывает, и поставили точку. А тут и курс доллара так подскочил, словно на небесах захотели, чтобы, приехав в Одессу, Миша чувствовал себя меценатом и мог рассыпать миллион алых роз в каждом месте, где появлялся. А дядя Сеня тем утром зачем-то побрился, накануне вычистил старые «Жигули», и как раз оказался в порту в тот час, когда с трапа круизного лайнера вереницей сходили туристы. По всему было видно, что иностранцы. Тут дядю Сеню что-то заставило приглядеться. Если рыбак рыбака видит издалека, то может ли одессит не узнать одессита? Для верности дядя Сеня приблизился, и, наконец, до него долетело. «Миша, нужно срочно найти такси». Зачем же такси, если есть дядя Сеня? Отсюда и понеслось. Заход в Одессу для кого-то был просто экскурсией, но супруги Миша и Софа Кац в этот день возвращались домой. Дядя Сеня вспомнил былое и забыл о давлении. К нему нагрянули гости. Принимать их было непросто. До возвращения на корабль нужно было успеть почтить могилы, прогуляться по Дерибасовской, постоять у школы, у дома на Пушкинской и отыскать на Большом фонтане ту самую дачу. Софа смотрела на волны, как будто они ее узнавали. Миша у школы влажным взглядом скользил по фасаду, словно увидел табличку. Здесь учился троечник Миша Кац, который стал потом большим человеком. Проголодавшись, зашли в ресторан. Пили за встречу и за знакомство. Впервые за много лет дядя Сеня оказался в центре внимания. На него смотрели, словно он представлял всю Одессу. Его растроганно слушали и вздыхали. К концу трапезы почти породнились. На прощание обнялись. Дядя Сеня оставил свой телефон и обещал присматривать за могилой. Когда с ним расплатились, дядя Сеня чуть не присвистнул. Выходило больше 3 его пенсий. Вернувшись домой, он пытался понять, что это было.
С одной стороны, он работал, а с другой — отдыхал душой. Через пару недель раздался звонок. Дядя Сеня сначала не понял, потом удивился, а потом просиял. Он опять отправлялся в порт встречать новых туристов. И снова все повторилось. Кладбище, море, улицы, ресторан. Изменился только маршрут. Вместо большого фонтана посетили Аркадию, а потом бродили по Молдаванке. На Молдаванке в каком-то дворе дядя Сеня вспомнил историю. Вот здесь когда-то жили соседки Хая и Рая. Хая во весь голос кричала в окно: «Раечка, вы здоровы? А то рано утром от вас выходил-таки врач». «Ой, не надо так волноваться. Когда от вас выходит военный, я же не кричу на всю Молдаванку, что началась война». Это прошло на ура, хотя, по правде сказать, дядя Сеня не знал, как там было на самом деле. Но так получилось к месту, что он сам восхитился и решил это блюдо включить в меню. К своему удивлению, он обнаружил в себе что-то актерское и что-то от бизнесмена. Теперь дядя Сеня знал, что это не хобби, а бизнес. Вечером он прошелся по комнате и ненадолго погрузился в раздумья. Для хранения капитала ему приглянулся старый носок. Туристы остались довольны. А дядя Сеня был счастлив. По крайней мере, почти. Когда он задумывался над тем, что ему привалило, откуда-то наплывали чувства, не оставляя места для мыслей. Он был благодарен жизни, признателен случаю. Ведь казалось, словно откуда-то сверху его заметили и напоследок позволили что-то еще наверстать. «Лучше позже, чем никогда», — так говорила когда-то жена. Дядя Сеня вспомнил эти слова и мечтательно улыбнулся. Для полного счастья ему не хватало немного. Всего чуть-чуть женской ласки. Раньше он гнал от себя эти мысли, но теперь в нем открылось второе дыхание. К красивой жизни дядя Сеня привыкал постепенно. Из осторожности он ни с кем не делился и никому, кроме Додика, ничего не рассказывал. Додик, многолетний сосед и проверенный человек, был лохматым, угрюмым и обычно молчал. Выпивал он редко и только для храбрости. Но, расхрабрившись, становился красноречивым, вспоминал Сократа и сыпал цитатами Цезаря и царя Соломона. Дядя Сеня слушал вполуха и, слегка опьянев, заключал: «Додик, женись! Что тебе до царя Соломона?» И мыслями уносился к Марусе. Маруся жила в соседнем дворе, красила губы яркой помадой и перекатывала бедрами, как море, волнами, когда оно лениво сверкает на солнце. У Маруси была своя философия. Она считала, что мужчина без денег — это подруга. От такой постановки вопроса дядя Сеня робел, но мысленно пересчитывал свои доллары и становился храбрее. Звонкам он больше не удивлялся, он их ждал. Он все разузнал о круизах и, как актер к выступлению, готовился к каждой встрече. А летом, в разгар сезона, следуя логике бизнесмена, он улучшил свой сервис сразу по 3 направлениям. Во-первых, за небольшую плату удалось нанять музыкантов. Теперь туристов на пристани встречал духовой оркестр. Иностранцы в недоумении переглядывались. Они такого не видели, с оркестром их нигде не встречали. А у тех, кого высматривал дядя Сеня, от волнения щекотало в горле и начинали блестеть глаза. Во-вторых, было замечено, что на посещение кладбища тратится много драгоценного времени, особенно когда приходилось долго искать могилу. Но дядя Сеня договорился в конторе, и теперь с их знанием дела поиски значительно упрощались. А с обеденным перерывом дядя Сеня особенно постарался. В стратегически важных точках он приметил несколько ресторанов и предварительно изучил меню. Отбор проходили только те рестораны, где предлагали шедевры одесской кухни, включая коронное блюдо «жареные бычки». Освоившись в новой роли, он приоделся, каждое утро брился и стал чаще захаживать в парикмахерскую. После визита в парикмахерскую дядя Сеня сам себе нравился. Лысина мужественно блестела, а остатки обрамлявших ее волос напоминали ухоженный палисадник. При виде Маруси он больше не тушевался. Подмигнув ей лукаво при случае, он про себя приговаривал: «Еще чуть-чуть, моя радость. Еще чуть-чуть подожди.
Сезон закончился на мажорной ноте. Зима пролетела, как передышка. Но дяде Сене она представлялась разбегом перед прыжком. Весной круизы возобновились. Дядя Сеня был в форме, он приготовился к наплыву туристов. Но, к его удивлению, все пошло не так, как он ожидал. Казалось, без причины размаха не наблюдалось, словно в кране что-то усохло, и вместо радужных струй монотонно падали капли. Туристов стало заметно меньше. Создавалось странное впечатление, что все, кто мог и хотел, уже побывали в Одессе. Но не только количество, изменилось и качество. Как будто все уже знали про духовой оркестр и рестораны и принимали это спокойно, без удивления и восторга. Исчезло какое-то волшебство. При взгляде на их лица дядя Сеня мерещился Миша Кац, готовый расцеловаться с Пушкиным на Приморском бульваре и обниматься с оперным театром. Ему не хватало того ощущения, словно это был вкус какого-то блюда, который однажды запомнился в детстве, и никакие рецепты не могли его повторить. Даже на пике сезона маятник не раскачался. Дядя Сеня пытался бодриться, но в конце концов приуныл. Бизнес опять превратился в хобби. В ресторанах для него уже не старались. Духовой оркестр пришлось отменить, а к осени все прекратилось. И когда уже нечего было ждать, неожиданно поступил заказ. Дядя Сеня воспрянул духом, он подумал, что это знак. С трапа сходили молодоженный Боря и Зоя. Они познакомились. Дядя Сеня закинул какую-то шутку, ожидая реакции, так он нащупывал верную ноту. Но вместо реакции прозвучало: «Нам нужно на кладбище». Белла Львовна сказала: «А потом? Потом? Ну, не знаем, нам все равно». Молодожены были не юного возраста. Глаза у обоих карие, взгляд у нее хищный, у него равнодушный. Он был программистом, она и непонятно кем. Она родилась в Бобруйске. Его увезли из Одессы ребенком. Что-то свело их вместе, но какие-то мелочи наводили на мысль, что Купидон пожалел на них свои стрелы. Белла Львовна хотела, чтобы цветы. Из того, сколько раз прозвучало «Белла Львовна сказала» и «Белла Львовна хотела», было ясно, что она здесь была примадонной. Наконец дядя Сеня сложил 2 плюс 2, и получилась такая картина. Белла Львовна, Борина мама, была бы рада сама приехать, но, отработав за Купидона, она теперь отдыхала и вместо себя снарядила молодоженов. Это же их медовый месяц. А там заодно навестят тетю Голду. Пусть она тоже порадуется, как удалось пристроить их образованного шлемазла. Да, не так, как хотелось, зато в хорошие руки. Да, она не Венера, но Боренька тоже не Аполлон. А когда из меню в ресторане оба выбрали салат «Цезарь», минеральную воду и яблочный сок, дядя Сеня подумал: а что сказала бы Белла Львовна? И услышал суровую правду, что можно надеяться, но зачем же себя обманывать? Белла Львовна знала, что говорит. Он провел их по Дерибасовской. Да, красиво. Красиво? И все? И тут у витрины какого-то магазина дядя Сеня все понял. То, что он считал счастьем, оказалось всего лишь модой. А мода проходит, ее нельзя удержать. А как дядя Сеня? А что дядя Сеня? После полудня погода испортилась, стало пасмурно, пахло осенью и тоской. В городском саду Зоя пошла прогуляться, а они вдвоем пристроились на скамейке. Оба молчали. Программист витал в своих алгоритмах, дядя Сеня хотел разрядить обстановку, но не знал, о чем говорить. Он провел рукой по скамейке, пытаясь вспомнить какую-то шутку, и неожиданно для себя спросил: «А вы знаете, молодой человек, что такое дефицит?» Ответа он не дождался, но остановиться уже не мог. Дефицит, молодой человек, это не черная икра и не заморские деликатесы. Это место на еврейском кладбище, где уже столько народу, что там почти не осталось свободных мест. Но я расскажу вам историю с хорошим концом. Когда-то на одной из этих скамеек любила сидеть баба Маня. Здесь, в городском саду, она узнавала последние новости о том, что происходит в мире. Достойная была женщина, ее уважали. Не потому, что у нее была такая прекрасная жизнь, а потому, что она умела жить. А сколько к ней сваталось? Но из мужчин она любила только младшего сына, своего мизинчика.
так она его называла. И словно набрав обороты, дядя Сеня заговорил о том, что у бабы Мани было еще 3 дочки. 2 дочки уехали. Одна в Америку, другая в Австралию. А третья, средняя, умерла. И что баба Маня всегда умела себя обеспечить. У нее было все, что нужно для жизни. А для после жизни место на кладбище рядом с мужем и дочкой. Ей уже было за 80. И тут неожиданно умирает сын. Оказалось, аппендицит вовремя не спохватились, и бабе Мане пришлось уступить ему свое место, чтобы он там поближе к своим. Для любимого сына она ничего не могла пожалеть. А через месяц сама умерла. И встал вопрос, где ее хоронить. Хороший вопрос. И тут все совпало. Подключился внук, который на тот момент был крутым бизнесменом. Он дал какую-то баснословную взятку, и бабу Маню похоронили там, где она хотела. Недалеко от мужа и остальных. Как будто ей напоследок захотели сделать подарок. Вот такая история. Дядя Сеня вздохнул и зачем-то добавил: только баба Маня об этом уже не узнала. А бизнес внук потерял, ему начали угрожать. Выходит, швырнуть деньгами он успел только на кладбище. Сказав это, дядя Сеня замолк. Он тщетно пытался понять, почему в этом мире все так запутано, и удивлялся все больше, как бестолково устроена жизнь. Сначала дают, а потом отбирают. Находят там, где не ищут. Теряют то, чем больше всего дорожат. «И что?» — неожиданно отозвался Боря. «Где тут мораль?» Дядя Сеня помедлил с ответом. «А какая у жизни мораль? Одна сплошная ирония». Больше всего ему захотелось поскорее с ними расстаться, распрощаться и больше не вспоминать. Опадая с деревьев, кружили в воздухе листья, слышались шорохи, словно в какой-то невидимой книге перелистывали страницы. Дядя Сеня подумал, что завтра можно не бриться, и не почувствовал сожаления. Душу его переполняла невыразимая пустота. Но почему-то казалось, что стоит ему отвезти их в порт, как это пройдет. И какая разница, кто это сказал, царь Соломон или Додик? Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.